От пациентки. Беспокоит боли в подмышечной впадине с ноября 2023 года. Иногда ноющие боли в руке, периодически увеличение подмышечных лимфоузлов. По моей проблеме еще. Костные структуры, уверена, в порядке, сустав функционирует отлично, речь идет о мягких тканях. Особенно беспокоит место в подмышечной впадине, в месте перехода на плечевую кость. Там, где, грубо говоря, заканчивается подмышечное оволосение. Надеюсь, эта область там охвачена. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 44 лет, дата исследования 12 марта 2024 года. Область исследования – правый плечевой сустав, суставные поверхности ровные, с признаками минимального субхондрального склероза. В полости сустава определяется физиологическое количество свободной жидкости. Скопление жидкости вдоль длинной головки бицепса. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается несколько истончен. Периартикулярные ткани интактны. Обращает на себя внимание дегенеративные изменения суставной губы лопатки в верхней трети. Определяется отек волокон сухожилия надосной мышцы в области его прикрепления к большому бугорку плечевой кости. Определяется компрессия сухожилия надосной мышцы ключично-акромиальным сочленением. Субакромиальное пространство – 6 мм. Сухожилия подосной, подлопаточной и малой круглой мышцы интактны. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. МР – признаки субхондрального склероза, гипертрофии суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Заключение: МР – картина субакромиального импеджмент-синдрома, изменений суставной губы лопатки по типу SLAP-1, начальных проявлений артроза правого плечевого сустава и акромиально-ключичного сочленения. Рекомендована консультация травматолога. 28 марта 2024 года. Доцент КМН Котов, МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки компрессии сухожилия надосной мышцы, которая поднимает руку, и дегенеративные изменения суставной губы лопатки. Из-за этого и будут боли, ограничения подвижности. Вам нужно к травматологу. Для оценки мягких тканей подмышечной области я бы рекомендовал сделать УЗИ. На МРТ плечевого сустава эта зона не видна.